Привет, дорогие друзья! Помимо прилета ракеты, этот прилет мы очень подробно я освещал на своем телеграм-канале, можете посмотреть. И в принципе, мне кажется, что сейчас некоторые страны попали в очень затруднительную ситуацию, в частности страны Запада, потому что теперь надо как-то что-то делать, было сделано столько заявлений, но я думаю, что я посвящу этому отдельное видео со своим взглядом на данную ситуацию, которая была бы комичной, если бы в ней не погибло 2 человека. А теперь, как они погибли, то теперь надо что-то с этим, наверное, все-таки делать. Ибо первоначальные заявления, Россия тоже петляла с этими заявлениями, но как петлял Киев, это просто потрясающе. Как призывал, давайте мы сейчас... Так давайте. Но только теперь того, на кого надо, это Киев. И вообще у меня есть несколько вопросов по поводу этого прилета, связанные они с удалением, скажем так, отдельных объектов, которые могли бы подвергаться ракетным обстрелам со стороны Российской Федерации, от границы и от, собственно, того места, куда прилетело в трактор. Поэтому всякое может быть. Северные потоки взрываются, знаете. Вон в Омане сейчас танкер атаковали, беспилотные летательные аппараты. Сейчас можно все. И может быть кто-то подумал, что ему можно чуть больше, чем можно. Это короткое вступление. А теперь важное, совсем важное. И я вчера написал, что если российская власть, к примеру, не впала совсем в анабиоз, то, скорее всего, они должны вот из этого сделать что-то, к примеру, да. Но ввиду того, что Купянская трагедия, Купянский расстрел также не стал чем-то, то, в общем, посмотрим, что с этим будет. Итак, вы помните Нужина. Нужен, очень коротко, это вагнеровец, который отсидел 23, по-моему, года, ему еще оставалось посидеть. Но его приехал туда Пригожин, сказал, хотите повоевать, забрал его, все, но он мечтал с самого начала сдаться. Это убийца, он сидел за убийство, все. Он мечтал сдаться Украине для того, чтобы вступить в Легион Свободы, чтобы освобождать там Кубань, и Кавказ, и все, что хочешь. И вот он отсидел в каком-то там месте, дождался ВСУ, сдался, начал сдавать всех подряд, сдавал, критиковал, оскорблял всех подряд, Пригожина, Путина, все ненавижу, это убивать, кацапов. А потом раз и оказался вдруг внезапно в руках вагнеровцев. Я сразу сказал, что это вагнеровцы. То есть я в своем видео сразу сделал такое предположение. И они его убили кувалдой. Прям на видео. Что мы в нашем видео в предыдущем думали? Мы, конечно же, подумали, что его сдал Киев. То есть все это бредни о том, что там кто-то его выкрал, это так для самых маленьких. Тут внезапно произошло то, что внезапно. Именно это, мне кажется, показатель большого ума и мудрости правой руки Владимира Зеленского подаляка. Потому что Подоляк внезапно рассказал о том, что таки да, мы его сдали. Последнее, о чем я хотела бы спросить, довольно жуткая история и очень темная с неким гражданином Российской Федерации Нужиным. Могли бы вы уточнить, что с ним случилось? Наверняка у вас информации больше, чем у нас. Был ли он передан российской стороне в результате обмена или как вообще он попал туда, куда попал? Да, он захотел, чтобы мы его обменяли. Всего, чего хочешь, можно было ожидать. И лучше всего, наверное, Подаляку было сказать: слушайте, я не знаю, это там Буданов, спросите у него. А к Буданову не пробиться нельзя спросить. Но он выдал. Очень коротко объясню, она достаточно прозрачная ситуация. Во-первых, он был захвачен в плен украинскими военнослужащими. Во-первых, он сдался, а не был захвачен в плен. Это для всех остальных. Кто захочет внезапно сдаться. Потому что когда нужно будет Киеву, то вы попадете в плен, а не сдадитесь. Во-вторых, он в плену предлагал разные информационные составляющие, имеется в виду, говорил о многом. Предлагал информационные составляющие. Если вы вдруг сдадитесь самостоятельно, захотите вступить в какой-то легион свободы Сибири и так далее, то все ваши интервью потом будут говорить: предлагал какие-то информационные составляющие. Понятно, чтобы спасти или продать подороже свою шкуру. В том числе показания давал. После этого он, естественно, подписал добровольное согласие на обмен, и он был, это 4-й пункт, он был обменен в рамках вот этого обменного процесса. После этого он думает: слушай, пооскорблял я Путина, сдал все расклады и придумал даже свое, как утверждают вагнеровцы, Пригожина, всех, заявил о том, что хочу вступить в легион.
надел форму ВСУ, начал говорить, хочу убивать этих наконец-то русских, да, подонков. А потом, естественно, написал такой, хочу, чтобы вы меня их отдали. Возможно, он хотел, чтобы его отдали. И вот его при передаче он выхватывает нож и как раз таки начинает убивать русских. Но я в этом сомневаюсь. То есть после вот таких вот приколов, что он там рассказывает, вафлит всех. Он говорит, ну естественно, хочу на обмен. Подоляк, серьезно? Когда мы получили своих военнослужащих, его отдали в числе российских военнослужащих. И, наконец, пятое, очень важное для понимания, то есть, соответственно, российская, я вообще поинтересовался бы, кстати, что происходит с теми пленными российскими, которых... Вот тут вот проще всего объясниться России. То есть я понимаю его мысль. Что он хочет сделать этим? Он хочет подтолкнуть напротив международной организации к тому, что проверили, что происходит вот с российскими там пленными, которых отдает Украина, имеют в виду. Ну, и он хочет, чтобы, наверное, Красный Крест и все такое, может быть, поднять это, кто-то поднимет где-то этот вопрос, и сейчас русские должны испугаться. А русским нечего бояться в этом вопросе, мне так кажется. Почему? Потому что русские объясняют, да, мы получили такого. Ну, а так как он российский гражданин, мы говорим, ну ладно, иди себе отдыхай. А он уже пошел куда-то отдыхать, может, выпил с кем, да, и попал в руки вон непонятных людей, которые его и убили жесточайшим образом на видео. Русским здесь бояться нечего, есть чего бояться Киеву. Потому что очевидно, что этот гражданин не мог хотеть, чтобы его отдали русским. Никак не мог хотеть. Иначе он просто суицидник. Но он же не похож был на суицидника. Есть претензии относительно того, что, мол, в Украине знали, что ждет Нужина, и все равно его выдали. Безусловно, нет. Мы не знали, что после того, как человек сдает вагнеровцев, его вагнеровцы убьют, конечно же. Мы об этом не знали. Он, говорит, добровольно подписал. И здесь Подоляк мочит не только офис президента, который торгует или меняет кулуарно людей, которые нужны Кремлю. Смотрите, вот оппозиционеры всевозможные, которые там гибли в Киеве, ну всякое бывало, да, разное. Разные люди пропадали там, может быть, и все. Вот те, которые еще не пропали, они же должны задуматься, что если Кремлю очень сильно понадобится вот этот вот оппозиционер, то Кремль может договориться с Банковой. И тогда оппозиционер пропадет. А потом уже придумают, его выкрали, или он там выпил с кем-то. Смотрите, у нас же ведь как? У нас есть очень простой подход. У нас же все-таки и Красный Крест находится, и другие международные институты, и мы придерживаемся конвенции. У нас очень четкое понятие. Военнослужащий, плененный, может написать добровольный отказ от обменной процедуры. Здесь Подоляк замочил Красный Крест. И эти международные организации, которые работают в Киеве, потому что теперь понятно, как они работают. То есть теперь однозначно видно, что Красный Крест, в случае, если Киев решит передать человека убийцам, будет закрывать на это глаза, отвернется в другую сторону. Причем мне интересно, как его передавали. То есть, однозначно, что он сопротивлялся. То есть его как барана связали, бросили в багажник как животное и в таком виде, конечно же, передали. И вот это будет у нас зафиксировано на всех уровнях, имеется в виду и в штабе, который организовывает обмен, и, соответственно, у правоохранительных органов, имеется в виду и СБУ, и ГУР, и, соответственно, Генеральная прокуратура, которая ведет, а тут очень важно, каждый военнопленный проходит процедуру опроса с точки зрения, ну, и там, следственных действий. То есть, вот эти вот все органы тоже знали, кто такой нужен, и тоже, конечно же, закрыли глаза на то, что его сдали. Как его сдали? Там тоже будет вопрос, ему зададут вопрос, правда ли, что его обменяли одного на 20? Он скажет, да нет, там в рамках обмена, говорит, мы получили 45, а они определенное число. Вот так он скажет, определенное число, то есть значительно меньше, понятно. Но у Вагнера есть и свой обменный фонд, я уже говорил, и там не только ВСУшники, вернее, там, наверное, ВСУшников вообще нет, там совсем другие ребята, которые могут интересовать Киев. После этого, если проверка проведена, военнопленный пишет, соответственно, что он не хочет проходить через процедуру обмена в Российскую Федерацию. Или наоборот, что он, безусловно, не против быть обменен на, соответственно, военнослужащих украинской армии в рамках юридической процедуры обмена. Вот и все. И, соответственно, в данном случае, конечно же, имела место именно процедура обмена. Ну все. Он желал, чтобы его обменяли. То есть он хотел покончить с собой, по сути. То, что происходят такие вещи, то, что Киев вот так вот может сдавать людей, это, конечно, жутчайшая история. И жутко от того, что функционер офиса президента отлично знает, что он врет.
Он прекрасно понимает, что он говорит, что он несет полную околесицу. Но теперь, во всяком случае, мы не сомневаемся ни грамма, и это Киев сам подтвердил, то, что он передал этого человека, зная, куда он его передает. Может быть, знаете, может это спецслужбы украинские, его там уже на российской территории выкрали. Но я думаю, что там Мизулина возбудилась, она назвала это жестоким видео или как-то там, что-то там жестокостью на видео. Это убийство на видео, убийство настоящее. И Киев к этому однозначно причастен. И теперь по-любому, конечно же, могут задаваться вопросы. А на каком основании он был обменен? Личное согласие? Ложь. Красному Кресту, к другим организациям. В общем, можно было бы поднять бучу. Пока.